Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайка, и сегодня мы рассмотрим выход на Plant B, карты The Overpass в матче против Envious с прошедшего DreamHack. Выиграв внушительную серию, Нави в начале раунда занялись пассивным контролем мапы, ожидая, что противник начнет играть в агрессию. Но несмотря на то, что французы проиграли значительное количество раундов, они продолжили стоять на своем дефолте защиты. Ближе к середине Нави полностью захватили контроль над коннектором. Это дало им плацдарм для выхода на оба плента. На данном этапе раунда есть две задачи: выцепить игрока в банане или туалетах, что сделает возможным выход на А, или же стянуть противника на верхний плент, чтобы ослабить защиту Б. Поскольку Envious не ошиблись в своих позициях, в силу вступил второй сценарий. Нави на позднем тайминге аккуратно занимают воду и делают сплит Б с упором на шорт под дефолтный раскид. Вначале Эдвард контролит мидл с ямы, набрасывает моменталку в лонг под выход Симпла, дым в туалеты и флэш на банан для выхода игроков с коннектора. Передав позицию тиммейтам, Эдвард стягивается под Б и кроет короткий. После прихода снайпера он кладет Молли на выход и подменяет Зевса на шорте. Эдвард ставит плент под смоком от Симпла, разменивает тиммейта и делает заключительный минус. На старте раунда Зевс занимает яму, но по отсутствию агрессии противника в эту точку он уходит на укрепление коннектора. Ближе к середине раунда начинается захват позиции, где Зевс выполняет саппортящую роль. Он дает молотов и хае в дефолтные углы защиты и следует за флейми для рефрага. Затем остается на пропрыг длинного и Зиги. Зевс первым стягивается под Б. Он дает моменталку для выхода тиммейтов с коннектора и вскоре делает размен. Выходя с шорта, Зевс получает информацию об игроках дифенса на 9 и в хелпе, после чего отрезает последнего смоком на мост. После серии разменов Зевс запрыгивает на ящик, чтобы с Эдвардом закрыть последнего соперника. Флейми, ожидая, что он будет выходить первым, тратит почти все свои гранаты в самом начале. Молотов, а затем и дым, чтобы пересечь возможные агрессивные заготовки противника и перевести раунд в лейт. Под раскид Зевса потихоньку чекает все углы. По истечению смока от Эдварда контролит туалеты, прикрывая электроника. Далее Флейми чекает длинный и садится в позицию моменталки на воду, после которой должен был последовать выход, но француз застакал дверь и уложил Егора ответным прострелом. Электроник в соло контролит Б, стартовый огонь в шорт, прострел плюс хае в дым на коротком туннеле. Далее занимает тупик на случай поджима. К середине раунда уходит на укрепление коннектора, где прикрывает тиммейтам двери и буст в окно. Под флешку Эдварда врывается на банан, быстро чекает ближние позиции и возвращается в коннектор. При выходе на воду отвечает за Зигу, где вскоре и делает минус. В раскиде дает дым на 9 и флэш на хелпу. При защите бомбы занимает токсик, принимает первого игрока ретейка и уходит в размен. Симпл показывает необходимый дефолт снайпера. Сперва он ждет АВП противоположной команды на шарах. Далее занимается контролем длины. После того, как Симпл удостоверился в том, что КТ нету на открытых позициях, дает флэш в туалеты, чтобы создать видимость активности атаки на лонге. Сам же стягивается на шары, а потом и вовсе под Б, где дает смок в плент и выцеливает короткий туннель. Дождавшись, пока тиммейты займут точку, он к ним подтягивается и дает огонь на хелпу, после чего ждет врыв противника через дым на девятке. Аккуратная игра на протяжении всего раунда привела к тому, что вплоть до конечной ее реализации были живы 5 игроков команды. Это позволило задействовать все гранаты по их прямому назначению, не растеряв на излишней агрессии. Перед нами целостная тактика, которую вы можете использовать в своем стаке, как отличный шаблон действий. Главное, не переборщите с таймингами, потому что подобная игра в лейте подразумевает мгновенную разыгровку ситуаций. Замешкайся на раскиде или не сделай вовремя размен, и все пропало. Времени на установку уже нету. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся через какое-то там количество времени.